Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты для вашего знака зодиака. Будем, конечно, реалистами, мои дорогие Водолеи. Любой прогноз, расклад не передаст все тонкости и нюансы вашей жизни. Но я надеюсь, первое, что мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите, или какую-то свою историю рассмотрите, возможно, как альтернативный вариант. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Я же вас приглашаю на свой сайт, и я оставлю самые разные ссылки в описании под видео, как и на статьи сайта. Ну, вы можете зайти из главной страницы astroispirazione.com. А также я оставлю ссылки на плейлисты с разными подборками видео для всех знаков зодиака. Но мы с вами идем дальше. И если мы говорим о неделе, что важно знать для вас на неделе, как видят карты, возможности, неожиданности или чего не избежать, с чем можете столкнуться, чему сейчас не время или что вам может помешать, и что вам будет помогать. Достанем карту «Что скрыто?», чего вы, возможно, не замечаете. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на неделю. Личная жизнь. И достанем карту «Совет», которую откроем в конце нашего расклада. Что же для вас будет важно? Всегда туз мечей называю выход из лабиринта или из какой-то путаницы. Может быть и мысленной. Может быть какая-то была составляющая в вашей жизни, когда вам пришлось сделать выбор. Или придется на этой неделе. Но когда выпадает туз мечей, то уже точно мы знаем, что делать. Или как действовать. Мы от чего-то можем отказаться, безусловно. Потому что меч всегда в картах Таро изображается. Пусть и здесь он как бы условно, но чаще он обоюдоострый. Это имеется в виду одновременно и наше направление, и отказ от чего-то наносного, ненужного, то, что не служит нашему прогрессу. В итоге это какое-то важное решение может быть. Или, мои дорогие Водолеи, в нашей жизни бывает и так, мы узнаем какую-то новость, приходит информация. Порой она нас шокирует, у кого-то может проиграться и таким образом. И хотим мы или нет, может быть, нам что-то даже не нравится. Или какая-то наша прежняя точка зрения, она меняется, потому что мы можем как-то по-другому увидеть реальность. Опять же, или за счет информации извне, или это ваше какое-то важное решение. Неожиданности. Вот если туз мечей – это один меч, а двойка мечей – это, по сути, состояние выбора. И выбор вы действительно сделаете какой-то очень важный на этой неделе. Либо вам поможет, как ваш интеллект, с чем-то определиться, либо информация извне. В любом случае вы все расставляете по местам так, как нужно. И двойка мечей, если мы говорим о неожиданностях или замешательстве вашем, или бывает такой некоторый стопор, когда мы действительно как с завязанными глазами и не знаем, как поступить, или в каком-то сложном вопросе какое важное решение принять, то вот это замешательство, оно не будет долгим. Может быть и как новость какая-то, которая обескураживает, мои дорогие. Но быть реалистом определенно стоит. Чему сейчас не время? Семерка пентаклей. Не время думать, что какой-то проект будет продвигаться сам. Все же у нас по семерке пентаклей это денежное дерево или это как какое-то зернышко, которое мы посадили прежде, и теперь вот мы ожидаем всходов. Но, в принципе, карта сама по себе ожидания, и поэтому не время что-то ожидать. Да, может быть, есть смысл что-то продумать или проанализировать ту информацию, которая к вам приходит, и в зависимости от вашего определения уже продумать план действий. Тут как будто сколько ты не жди, раз эта карта выпала в позиции «чему сейчас не время». Видимого результата вы на неделе не получите, если будете совсем бездействовать. Давайте посмотрим, что же вам будет помогать. Вот противоположные карты, очень четко описывающие ситуацию. Любую ситуацию из любой сферы жизни, но в основном
вот эти две карты нам говорят о действиях. И если семерка пентаклей, я сказала, мы не торопимся, то восьмерка жезлов – это карта где-то трансформации, ускорения, когда мы набираем темп, когда что-то для нас получается в лучшую сторону. И даже если пусть вы получили какую-то новость, мои дорогие водолеи, которая вот так, ну, вас на время словно выбивает из седла, это не значит, что какое-то дело вы не можете осуществить. Для вас обязательно есть какой-то альтернативный вариант. Вот кто знает, иногда пространство, судьба нам словно дает такой, ну, волшебный пинок. Не побоюсь этой фразы, потому что лучше не скажешь. Чтобы мы увидели какую-то другую реальность. Или чтобы мы начали действовать как-то по-другому. Вот что-то подобное у вас может произойти на этой неделе. Или та ситуация, которая сродни «не было бы счастья», да несчастье помогло. Или вы задумали себе какой-то определенный план, у кого-то может быть все банальнее, но с учетом внешних событий или каких-то обстоятельств, ситуаций, вам приходится действовать попросту по-новому. Или вы думали, что вам придется куда-то, мои дорогие водолеи, к примеру, отправиться, оформлять какой-то документ через энное количество дней. А здесь ситуация сама по себе ускоряется. Что помогает, что радует. Когда мы что-то не оставляем на потом. По этой карте у нас словно 8 жезлов сходятся в одной точке. Это карта скорости. Что-то вы не откладываете в долгий ящик. Что скрыто? Ну вот неделя, может быть, и начинается, или это где-то разочарование, вот то, что я сказала, не было бы счастья. Оно все-таки, вот это разочарование, апатия, оно где-то присутствует. Значит, какой-то вопрос, может быть, как на начало недели в тупике, и вы не знаете, как поступить. Но, значит, верхний ряд карт нам говорит, точно выход вы найдете. Или для кого-то карта может говорить о другом, что вот этот самый альтернативный выход или какой-то выбор, который вам придется делать, он вас не очень вдохновляет. Или вы хотели бы это сделать как-то по-другому, но жизнь будет диктовать свои как регламенты, так и возможности. Какое-то разочарование, которое вы, кстати, тоже можете скрывать. Давайте посмотрим по основным сферам жизни. И карта императора выпадает, правда, что-то согласовать в высоких инстанциях у чиновников вы можете и в целом период. Пусть эта неделя еще не есть сам по себе сентябрь, но какие-то предвестники разных самых дел, которые именно в конкретном выражении, через документы, через какие-то договоры, через какие-либо соглашения, и может быть это по работе, или оформление всех тех вопросов, которые отчасти будут связаны, к примеру, с имуществом, с недвижимостью, пересмотр, как может быть, брачных контрактов или пересмотр соглашений, как контракты по работе, какие-то нюансы мы можем выполнять в течение осени. И может быть какая-то ситуация, которая складывается на этой неделе, вас именно подводит, как и к какому-то итогу, так и к важному выбору. Да, что-то идет, но не совсем в том контексте или не в той последовательности, как вы бы этого хотели, но возможности определенно есть. Для кого-то из вас конкретный контакт с человеком, который при власти. По карте император мы уважаем закон. И тогда, если мы идем по какому-то регламенту или мы уважаем систему, порядок, мы не идем против течения все же, тогда и для нас больше вариантов что-то для себя решить. Карта императора может также еще и говорить, конкретно есть человек в вашей жизни, который, где-то на своей волне. Все же император – это тот, который предпочитает действовать по своему плану. Да, с одной стороны проходят люди и какая-то мера ответственности, потому что император готов где-то брать ответственность. Он понимает, что его слово должно быть весомое. Но если мы про мнение, есть два мнения, мое и неправильное, чаще позиция императора такова. Поэтому мы и не спорим, если наша жизнь сталкивает с сильными мира сего. Или пусть это будет руководитель банально на работе, вам нужно найти способы взаимодействия с ним. Или найти способы решения какого-то вопроса
у высокого чиновника. Это может быть также, мои дорогие, отчасти говорит карта, что ты кардинально меняешь как свой статус или можешь изменить. И если где-то скорректируешь свои методы, может быть отношения как к работе или к какому-то делу, или когда появляются возможности у вас по части каких-то важных оформлений, и вы тоже можете находиться в позиции императора, поэтому будьте внимательны. Все же гибче придется в чем-то быть, или от чего-то придется отказываться. Поэтому будьте готовы к тому, что планы придется корректировать. И мудрый император, он, кстати, знает, есть такое значение в картах тоже. Так вот, мудрый император понимает, есть два направления или две составляющие в решении любого вопроса. Это первое – обстоятельства, на которые мы не влияем, и люди. Мы ни первое, ни второе не можем изменить. Поэтому, чтобы самое главное, мы достигли какой-то цели, необходимо часто что-то корректировать, мелкое именно, чтобы у нас получилось осуществить что-то более важное, крупное. Примите это к сведению. Деньги. Здесь по справедливости еще один старший аркан. Ну, всегда аркан справедливости – это что посеешь, что и пожнешь. Поэтому, наверное, тут у каждого по-своему. Может быть, это какой-то процесс, который рядом аркан император, который непосредственно касается судебных разбирательств. Я могу предположить, понятно, не для всех, но для кого-то это будет иметь значение. Может быть, есть эти разбирательства по части вашей недвижимости, решения финансовых вопросов. По аркану справедливости, все же старший аркан, это могут быть какие-то вопросы с банками. Все же какие-то учреждения, инстанции, мои дорогие водолеи, как будто вам придется либо пройти, либо какое-то сотрудничество, или взаимодействие, как с чиновниками, или согласование своих вопросов вам придется осуществить на этой неделе. Может быть, вы ничего и не планировали, кстати. Но как-то жизнь может ускориться, нам об этом уже сказали, или появляются какие-то новые возможности решить те или иные вопросы. Или это будет связано как с жизнью тех людей, которые входят в ваше ближайшее окружение. Порой меняется что-то у наших родственников, у наших близких, и это оказывает влияние на нас. Но по карте справедливости нам о чем говорят? Если ты что-то сделал хорошо, тебе словно пространство Вселенная может, пусть не помощью конкретного человека, которому ты помогал, руками других людей, вернуть что-то доброе, хорошее, и для тебя решится с плюсом какой-то вопрос. Но если мы что-то сделали так себе или не очень хорошо, значит, есть какая-то проблема, вопрос, который может возникнуть, и нам придется это решать в одиночку. Я бы сказала, будьте внимательны. Но вверху у нас семерка пентаклей, и поэтому нет времени где-то для розовой мечты или розовых очков. Сколько ты не думай, какой-то вопрос финансовый без вашего участия не решится. И, может быть, это вы, мои дорогие водолеи, был какой-то спор, когда вы решите именно денежный спор. Или в конечном итоге это сводится, какой-то вопрос к финансам. И я могу предположить, тут у каждого по-своему. У кого-то это может быть даже через работу, через какие-то невыплаченные, предположим, гонорары. А для кого-то это может касаться личной жизни, но по аркану справедливость это вы можете инициировать возврат каких-то денег. Поэтому будьте аккуратны, тут у каждого будет по-своему. Держите руку на пульсе. Будьте готовы корректировать какие-то планы. Личная жизнь – туз чаш. И с учетом туза чаш, это ведь может быть такой вопрос, когда вы меняете статус. Меняете статус или по работе, получая должность, я об этом обмолвилась, или для кого-то это может быть с учетом аркана императора и важных решений. Вы примете, может быть, предложение по части изменения вашего статуса в личной жизни. И здесь у каждого по-своему. Кто-то может засобираться, к примеру, связать узы с конкретным человеком, а кто-то, если история
была печальная, грустная предыдущая, и фактически союза не существует, может принять окончательное решение: я подаю на развод, аркан справедливость. Но так или иначе, что бы вы ни делали на этой неделе, мои дорогие водолеи, все-таки туз чаш – это карта хорошего настроения, это карта радости, это карта оптимизма, это приятные новости, это могут быть подарки, это признание в любви. И здесь у нас сверху что-то ускоряется со знаком плюс. И пусть вот эти неожиданности приходят как-то нелепо или вносят какой-то сумбур в нашу жизнь, в вашу, мои дорогие водолеи, вы все постепенно ставите на местах. И даже то, что было с минусом, вы можете каким-то образом обернуть себе в плюс. Давайте мы посмотрим. Карта «Совет». Король жезлов – это карта харизматичного лидера. Это какие-то важные решения, которые вы должны принять и где-то, может быть, совместить вот ту реальность с учетом тех карт, которые вам выпали, и какого-то вашего, как цели, намерения. По сути дела, где-то тоже ведь огненная карта император. И вполне вероятно, вот какие-то вопросы вы будете решать с конкретной персоной. Эта персона может быть руководителем, эта персона для кого-то будет по части личной жизни решение вопросов. Поэтому будьте реалистами. Удовлетворение от решенного вопроса определенно может быть. Для кого-то из вас, мои дорогие водолеи, вот эти две карты – возможность познакомиться даже в дороге, в пути или в какой-то инстанции, решая какие-то вопросы, именно в процессе, когда вы чем-то заняты, или даже когда вы куда-то отправились, или отправились и буквально находитесь в каком-то помещении, или кто знает, может быть, вы пошли решать какой-то вопрос, который конкретно в деловой плоскости находится, но вы случайно там тоже можете с кем-то познакомиться. Безусловно, это не для всех, потому что туз чаш очень, как и такая объемлющая карта, карта радости, но ведь это радость или какое-то счастливое событие, или пусть это какой-то пункт на этой неделе, который для вас играет именно со знаком плюс, мы можем ощутить в любом месте. Для людей семейных я могу предположить, что тоже что-то хорошее происходит, и это здорово. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.